Когда мне поставили мой диагноз, даже врачи оглашали его как приговор. А потом я выжил и понял, что приговором его делают не анализы, а только страх. В общем, 99% людей с моим диагнозом никогда не смогли бы, наверное, говорить об этом вслух. Я тоже молчал. Все молчат, все пытаются спрятать, пытаются оградить себя от этой реальности, будто если не произносить вслух, то ее не существует. Но она существует. Но это не означает, что это точка. Немного ранее я рассказывал о своем пребывании в больнице, о всей той жести, какая там была. И причем в этом рассказе я не затронул, наверное, даже тысячной части всего того, что происходило там на самом деле. Но это не значит, что есть только негатив и нет пути назад. Если есть цель, то значит еще не конец. У меня она была и есть, в принципе. И когда именно в больнице я это осознал, то все начало меняться. Врачи не хотели, они уже ожидали конца всего. Но в итоге мы не поставили точку на моей истории. Они поняли, что все-таки что-то можно изменить. Меня посадили на терапию. И через довольно короткий период времени мне даже огласили первые результаты. Мне сказали, что у меня уже не 5 CD4 клеток, а 8. Я воспринял это как злую шутку. Думаю, с 5 до 8, какая вообще в этом разница? 5 или 8. Это все равно жесть. Но потом, так как у меня очень хороший, адекватный врач, женщина сказала мне: Николай, ты посмотри на это чуть-чуть с другой стороны. Добавилось всего 3 клетки, но если взять и посмотреть в процентном соотношении, то прирост в 60%. И даже такое небольшое количество при вирусной нагрузке, там, которая исчислялась в миллионах, то это был очень сильный результат, который заставил бороться, идти вперед еще больше и посмотреть на все это и в общем на всю свою жизнь совсем с другой стороны. Понять и уловить те тонкие вещи, на какие обычно не обращаешь внимания, что сколько всего можно было сделать, и как было обидно уйти, не успев сделать ничего из того, что хотелось бы. И это дало толчок. Я не говорю, что моя жизнь стала прекрасной. Были, есть и будут разные моменты. Но надо верить. Надо верить, потому что моя история для моих врачей
это было практически чудо. Они не сталкивались с таким состоянием, как было у меня, чтобы кто-то вышел из этого. Я буду стараться, буду идти дальше. Если кому-то будет интересно, я расскажу еще много. Ну, я надеюсь, что те, кто меня слышит, если, конечно, не дай бог, у них есть какие-то сильные проблемы, они поймут, что сдаваться не стоит. Нужно искать смысл, цель, и все у нас получится.